Всем доброго времени суток, друзья! В этом видео я вам покажу нашего нового бота для Binarium. То есть мы создали второго бота, с помощью которого можно торговать на Binarium. Этот бот выдает вам сигналы на покупку или на продажу в соответствии с выбранной вами валютной парой и говорит вам, куда открывать сделку. Опять же, хочу повториться, что бот это не какая-то волшебная таблетка там, для того, чтобы у вас просто чемодан с деньгами перед вами появился. Нет. Бот это лишь помощник, который может точно так же ошибаться, как и обычный человек, который анализирует индикаторы различные на основе искусственного интеллекта, анализирует, выдает вам сигнал. То есть могут быть ошибочные сделки, конечно, могут быть. Точно так же, как я сам торгую, у меня бывает несколько сделок в плюс подряд, несколько в минус подряд. То же самое может быть и у бота. Поэтому торгуем аккуратно по риск-менеджменту, не нарушаем никаких вот этих риск-менеджмента, то есть мани-менеджмента, аккуратненько преувеличиваем свой депозит, то есть приумножаем постепенно, не спеша, стараясь максимально сохранить его. И так же, как я уже в голосовом сообщении у себя в телеграм-канале вам говорил, будьте аккуратны на рынке. Бот это лишь инструмент, который может неправильно проанализировать график. То есть он не понимает, в какой момент находится график во флете. То есть это когда график и торгуется, так скажем, в одном интервале небольшом каком-то прямоугольном. Нужно торговать на волатильном, то есть когда график идет по какому-то направлению, то есть есть явные движения на рынке. Тогда, соответственно, процент прибыльных сделок будет гораздо выше. Также не забываем, что не нужно торговать на новостном фоне. То есть, когда в календаре событий на investing.com или, допустим, в Binarium в календаре событий есть какие-то новости. Есть новости, пропускаем такой график. Или лучше дожидаемся другого времени, когда новости закончатся. То есть, торгуем за 30 минут до начала новостей, то есть прекращаем торговлю, и через минут 20 после окончания новостей мы начинаем снова торговать. Опять же, если график волатильный. Все. Долго не затягиваю. Лайк, подписка, как всегда, по классике. И просто продолжаем, переключаемся на экран. Переходим в наш телеграм-бот AI Moon Binarium. Нажимаем здесь, соответственно, точнее, проходим проверки. Далее, когда вы все проверки прошли, также здесь проверка, как на Pocket Option у нас через баланс сделано, то есть через пополнение депозита. Сделано это как защита от халявщиков, то есть кто любит просто получать на халяву все, но не любит отдавать. Нам выгодно, когда вы работаете в плюс. Вы будете работать в минус, мы ничего не зарабатываем. Вы работаете в плюс, делаете торговые объемы, мы зарабатываем только от этого. Поэтому нам выгодно, чтобы вы успешно торговали. Далее, в боте что мы делаем? Мы выбираем валютную пару, с которыми будем работать. Либо просто нажали кнопочку здесь в меню «Валютные пары» и выбираете любую пару здесь постоянно. Либо пользуетесь избранным, то есть добавляете валюты в избранные. Точно так же, как это в Pocket Option боте у нас реализовано. Просто нажимаем «Добавить в избранный», например, USD Chief, доллар швейцарский франк. Давайте найдем его. Вот он у нас есть. Далее давайте посмотрим список монет. Австралийский доллар, японская иена тоже давайте добавим. А вот GPI пусть будет. Евро-доллар можно добавить, можно нет. Давайте еще календарь событий проверим. В календаре событий на Binarium, что удобно, сразу все показывать. Не надо на инвестинг или еще куда-то переходить. Здесь видим новости в 9 часов по Америке, полдвенадцатого по Европе. Сила средняя получается, две стрелки наверх. Также, еще важный момент, наш бот для Binarium работает только с реальным рынком, то есть с понедельника по пятницу он работает, то есть суббота, воскресенье не работает, ночью не работает. Точнее, робот работает, а рынок реальный на Binarium не работает. Важный момент. Давайте посмотрим еще, какие валютные пары есть. Евро GPI, британский фунт, доллар. Вот, давайте. Британский фунт, доллар еще добавим. Добавили. Все, 3 валютных пары в избранном хватит. Все, достаточно. И еще есть также раздел «Стратегия». Здесь я сразу говорю, стратегия только первая работает, остальные блоки мы просто про запас сделали. По факту там все та же самая первая стратегия. На всякий случай, если захотим развивать данного бота, мы оставили эти слоты. Нажимаем назад, переходим в избранные, уже вот они, 3 мои валютные пары есть. Давайте выберем австралийский доллар, попробуем японскую иену, потому что там новостей сейчас не было. Также смотрим, на каком графике нужно торговать. На волатильном торгуем, то есть когда у нас есть явные движения по рынку вверх, вниз, на таком графике хорошо торговать. Вот видим, резкие движения вниз были. На каком графике плохо торговать? Вот, видим, во флете. График во флете мы не берем в работу. То есть вот эти движения слабенькие, они просто нас будут сливать. Боту на таких движениях на рынке сложно анализировать. Но вот здесь более-менее, если еще, то здесь
Просто плохой график, можно сказать, стоячий. Возвращаемся к текущему графику. Давайте 1000 рублей на сделку будем ставить, потому что, ну, как всегда, видео записываешь, отвлекаешься, во-первых, а во-вторых, все-таки это бот. Он достаточно тоже может быть рисковым, потому что иногда он прям вот 10 сделок подряд плюс делает. Вот у меня было такое. Ботом торгуем аккуратно. Ставлю даже меньше рекомендуемых. То есть, если я сейчас 1% 2300 должен ставить, как всегда ставлю лучше меньше, чтобы перестраховаться. Лучше пусть на одно перекрытие у меня будет больше, то есть на один догон больше. Далее давайте нажимаем просто кнопочку Out GPI и ждем сигнала. Пришел сигнал на покупку, давайте купим. Но, если честно, что я вам скажу, вот сейчас видим такой небольшой флэт начался, то есть видим график просто, ну, как бы на месте повис. Возможно, он уйдет наверх, конечно, возможно, сигнал окажется плюсовым, но как бы есть свои риски. В идеале научиться еще использовать различные линии, то есть правильно расчертить. Допустим, луч можно нарисовать здесь, проводим луч. Видим, у нас здесь были касания, то есть небольшой выход и возврат в зону. Расчертили линию, видим, у нас сделочка закрылась в этот момент в минус. И как бы видим, что если график прорывается наверх, то есть за линию сопротивления, соответственно, то, скорее всего, будем сейчас расти. Давайте еще раз Out GPI, посмотрим. Может откатить обратно, так же, как здесь были выходы из зоны. Поэтому смотрим, посмотрим, что выйдет. Продать, давайте. Двойную сделку на продажу. На 2000 рублей вниз открыл, посмотрим, что из этого выйдет. Время экспирации примерно 1,5 минуты у нас выходит, поэтому дожидаемся. И вот, как я говорил, видим, вышли за линию сопротивления, возможно, сейчас график уйдет наверх. То есть, как я говорил, бот — это не хиноцея, то есть это не кнопка бабло, это инструмент, который вместо вас думает, то есть это для новичка хорошо. Но опять же, как хорошо, если будет много минусов, это будет плохо. Соответственно, если у вас мало опыта, то вам отлично подойдет бот, то есть на маленькие суммы сделок открываться и смотреть, что будет. Давайте сделаем 4500 рублей на сделку. Сигнал на покупку, давайте откроем покупку. Почему открыл покупку? Потому что мы пошли вверх, прорвались за линию сопротивления, у нас график ушел вверх. Единственное, опять же, он может сейчас откатить, может продолжить движение вверх, то есть возможно все. Возможно все. Открылся, вот видим, наверху. Сейчас может быть откат, только потом пойдем наверх. Опять же, открылся на экспирацию менее 1 минуты. То есть буквально там на 30 секунд, потому что уже линия на экспирацию у меня здесь была, то есть на грани уже. Поэтому здесь остается только дожидаться. И, скорее всего, сейчас будет двойной минус, то есть минус 6500 рублей. Да, значит, открываем, давайте. Давайте 15 тысяч откроем. Пойдем такой по крупной сделочке. А вот GPI давайте снова. И наблюдаем. Давайте сигнал сейчас какой-нибудь дождемся. Если, опять же, у нас будет на покупку, уже на кончике свечи, то есть на фитиле, можно дождаться отката и на откате открыть сделку. Можно как бы вообще пропустить и дождаться следующего сигнала. То есть здесь вы должны на демо-счете потренироваться и выбирать собственную стратегию. Если во время теста у меня здесь достаточно успешно все закрывалось, бывало по, сколько там получается, 8, давайте в покупочку войдем. Бывало 8 сделок подряд в плюс, а закрывалось, допустим, после этого 3 в минус. Бывало 4 в минус, на 5-ю я выходил в плюс. То есть я вам как скринкаст закидывал в телеграм-канал. Вот так вот, в принципе, получается. Иногда бывает несколько минусов подряд, иногда несколько плюсов. То есть все индивидуально. Поэтому я не рекомендую тут идти в банк 50% от депозита ставить. Закинули 1000 рублей, не надо 1000 всю ставить. Ставьте по минимуму 60 хотя бы рублей, хотя бы 60 рублей. Вот прям вот по самому минимуму. Не надо рисковать деньгами. Потерять всегда можно успеть, это в любой момент. А вот постепенно, аккуратно зарабатывать, это самое сложное и это самое ценное, когда у вас получаются результаты, вы зарабатываете. Тогда, соответственно, зарабатываю я, тогда зарабатывают все. Все, всем выгодно. Вот смотрим, опять неудачная точка входа, посмотрим. Может быть, все-таки график вырастет сейчас. Как бы хотелось бы, чтобы он вырос. Не хочется уже на следующую сделку ставить 32 тысячи рублей. Давайте дожидаемся. 9-8 секунд остается. Давай немножечко. График расти. График расти. Не заставляй ладошки потеть. Не заставляй. Отлично. Закрылась плюс сделка. На 27 750 рублей на баланс упала. Тогда убираем здесь. Возвращаемся к 1000 рублей. Вот это вот лучик убираем. Видимо, у нас потому что уже тренд сменился с нисходящего на восходящий. Так. Давайте снова. Out GPI.
получаем сигнал. На 1000 рублей сделочку будем открывать. На продажу говорит. Давайте попробуем, посмотрим, что из этого выйдет. Вот робот считает, что у нас будет сейчас продажа. Посмотрим, проверим. Интересно даже, что из этого выйдет. Давайте на 10-секундно переключимся. Ну вот, отлично продались. Если не развернется наверх, то это хорошая была точка входа. 9-8 секунд остается, немножечко времени. Закрылись плюс, отлично. Видим, график что-то не очень пошел, какой-то на месте застойный. Ну-ка, на 15-секундный включим. Но в целом, нет, в целом на 15-секундном нормально. Давайте еще один сигнал попросим у бота. OutGPI. На покупку давайте, покупаем. Просто посмотрим, что из этого выйдет. Делаю все по сигналам, ничего сам не анализирую. Там я хоть и линию этот лучше чертил, это чисто я вам для наглядности, то, что здесь видим. Был тренд на понижение, мы пробили уровень сопротивления и ушли наверх. То есть если рисовать просто и понятно, вот. Был здесь вот уровень у нас сопротивления по верхним точкам касания. Далее здесь мы пробили этот уровень и ушли наверх. Здесь сейчас может быть возврат обратно. То есть обратно продолжится тренд, а это был временный откат. Все может быть. Все может быть. Давайте ждем. Остается 3 секунды, скорее всего будет минус. Давайте двойную сделочку. Снова OutGPI давайте. Можно открыть другой график, попробовать по-другому работать. Я сейчас то выбрал раз OutGPI, пусть будет на нем. Тестируем все на нем. Сигнал на продажу. Давайте жмем продать на 2000 рублей. Смотрим, что из этого выйдет. Видим, как у нас просто мощное падение пошло. Вот хочу заметить, что мне не нравится, допустим, на бинариум, что я не могу сам регулировать 30 секунд или ровно на минуту всегда открываться. Здесь все зависит от вот этой вот линии времени блокировки средств и экспирации. Если мы находимся рядом с этой блокировкой, у нас получается примерно 30 секунд. То есть, ну вот, если на самой линии, то 30 секунд время сделки. Если же мы открываемся, вот когда у нас линия блокировки и экспирации сдвинулись, то у нас минутная сделка. Видим, закрылись плюс, замечательно. К 1000 рублям возвращаемся, отлично. Давайте еще попросим одну сделку. Так вот, а на Pocket Option в этом плане все гораздо удобнее. То есть я выбрал на 1 минуту, значит я на минуту и буду открывать сделки. То есть ровно 1 минута. Выбрал я 45 секунд, значит на 45 секунд. Выбрал 3 минуты, значит 3. Все, как бы все четко, все понятно. И вот нету вот этих заморочек. Как бы вот есть такой нюанс, такая разница. Ну, на бинариум зато мне что нравится, как сигналит вот этот бот. На реальном рынке у него проходимость гораздо больше, чем на OTC рынке. Поэтому мы OTC рынок в данного бота по бинариуму не стали ставить. А вот как раз таки, почему, я не знаю, почему так, почему у нас искусственный интеллект так работает. А вот на Pocket Option все наоборот, OTC рынок намного лучше сигналит, чем реальный. Плюс также разница на бинариум. Реальный рынок, он практически здесь весь день. То есть в течение всего дня можно торговать. На Pocket Option реальный рынок там всего по 4 часа торгуется, то есть по минимуму. Ну, как бы есть такой вот нюанс. Закрылось у нас минус, видели. Запросим новый сигнал. Посмотрим, какой у нас сейчас будет сигнал. Пришел сигнал на покупку, я открыл сделку вверх. Но может опять же уйти график вниз. Видим, как он его шмаляет то вниз, то вверх. То есть вообще нестабильный. Вроде новостей по данной валютной паре никаких нету. Ну, наблюдаем, смотрим. Давайте на всякий случай 4500 рублей на сделку. Остается 11 секунд, давайте запросим новый сигнал. Продать. Давайте продадим. Видим, здесь он нам сказал покупать, тут говорит продавать. Да, бывает такое, это нормально, потому что бот анализирует различные колебания на рынке. Здесь было колебание, он посчитал, что вверх пойдет, здесь было колебание, посчитал, что вниз. Несмотря на то, что я вот тут отдельно MACD включал, все это можно выключить. Работая с ботом, нашим, соответственно, вы можете никакие индикаторы не открывать, то есть довериться ему. Опять же, довериться, вы принимаете ответственность на себя, и это не призыв к действию. Да, я торгую по нему, но я не боюсь потерять деньги. Как бы да, страх есть, ладошки потеют, когда особенно сумма увеличивается сделок, поэтому здесь каждый должен принимать на себя ответственность. Хотите вы этого, не хотите, хотите экспериментировать, пробовать, тестировать или не хотите, выбор за вами. Я не настаиваю. Я и без вас заработаю, мне не обязательно на партнерке вот эти рефералы. Я и без этого поторгую, заработаю. У меня есть опыт, включу индикаторы, по индикаторам поторгую. Поэтому решать здесь только вам. Отлично, отлично, закрылась сделка в плюс. Все, видим, плюс закрылись.
есть небольшой у нас плюс, возвращаемся обратно к 1000 рублей и далее. Либо можем продолжать торговлю, либо можем сменить график. Я думаю, для видео это будет достаточно наглядно, то есть как бот работает. Я надеюсь, вы поняли принцип работы бота и что не надо идти в банк, что это просто инструмент, который помогает вам. Опять же, если вы хотите зарабатывать, то нужно ставить небольшой процент от вашего депозита, то есть 1% и менее. Если вы еще вообще не умеете торговать, не понимаете, что как делать, у вас еще не набита рука, чтобы быстро нажимать кнопку «Купить», «Продать», сменить сумму. Соответственно, все делаем не спеша. То есть на самую минимальную сумму. Самая минимальная здесь получается на сделку 60 рублей. И на эту сумму уже работаем. То есть не надо сразу в банк идти. Не надо такого. Вообще не надо в банк. Забудьте это слово. Это если когда у вас лишние деньги есть, можете экспериментировать. Но торговать таким образом точно не надо. Не забывайте ставить лайки под видео, подписываться на канал и помните, что деньги приходят только к тем, кто сам к ним стремится, а не тот, кто сидит и ждет какую-то волшебную кнопку бабло, которая за него сама будет зарабатывать, а он только будет считать деньги. Нет, так не работает. Работает только тогда это все, когда вы сами стремитесь, что-то предпринимаете и самое главное изучаете, вникаете в эту схему, и тогда все будет получаться. Всего вам хорошего дня, хорошего вечера, любого времени суток, хорошего, самое главное. Всем пока!